Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, замечательные, веселые, грустные, поучительные. Спасибо за то, что делитесь своим сокровенным. Благодарю также за ваши лайки и подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто или что мешает твоему счастью? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если срезонирую, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Рассмотрим сегодня, собственно, кто, может быть, конкретно какой-то человек мешает твоему счастью, вашему счастью, да? Может быть, что, насколько это объективно, реально то, что вам мешает, или это больше надумано, может, это страхи какие-то ваши. И, может быть, нам карты еще подскажут выход из ситуации, совет высших сил, как вам действовать. Может, получится улучшить, да, свою жизнь как-то, первые шажочки к собственному счастью сделать. Итак, ваша сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух тышка. Сочетание неимоверное. Угу. Так хорошо все начиналось. Так, первые карты мне говорят, что девушка в ожидании, в предвкушении, что вот-вот в ее жизнь что-то влетит замечательное, новое, может быть, какие-то события, может, новости какие-то. Ждете чего-то, при этом, ну, по тексту, соответственно, хорошего. А у кого-то это связано, карта звезда, может быть, там мечта какая-то. Вот вы себе там намечтали, и вы ждете, вот-вот должны быть какие-то там звоночки, да, вот что-то должно, какие-то новости, может быть, и это будет как первые шажочки к реализации этой мечты. Может быть, опять-таки, запрос на что-то. И вы надеетесь, что вот какие-то подвижки будут в этом же деле вами загаданном. Опять сигнификация на вас по звезде. Тут звезда и рядышком карта муза. Звезда — это, я всегда повторяю, в первую очередь я делаю акцент на интеллекте. Интеллект выше среднего. Наличие талантов. Может быть, вы уже звезда местного, уж не знаю, там, не знаю, какого-то масштаба, да? Крупная звезда, мелкая звезда. Ну, как будто бы с вас могут брать пример. Опять-таки, на вас равняться кто-то может. По звезде тут еще у кого-то из вас прям ощущение, что у вас есть миссия, предназначение в жизни. Внешне можете быть привлекательны, тут 100% привлекательная женщина, тут, но, повторяюсь, еще некоторые могут, люди, которые вас не знают, первое впечатление о вас может создаваться такое, цену себе сложит, не сложит, ну, корона на голове, тут как-то так. Повторюсь, при дальнейшем контакте с вами вполне возможно не понимаю, что это ваша как защитная реакция. По этой карте муза — это опять-таки яркость, харизматичная, я повторюсь, как райская птица, женщина, которая знает, как применять свои там женские знания в плане, там, если знаете о своих сильных сторонах во внешности, то вы это подчеркнете. Так, то сюда тоже таланты, сюда же умение где-то этот фокус внимания на себе удерживать, энергетически наполненная женщина. Но это все да, но дальше идут такие странные карты, как будто бы вот тут карта, говорящая о том, что вы как-то то ли свою энергию от кого-то закрываете, как защищаетесь от кого-то. Такое ощущение, как будто бы женщина сама по себе очень ресурсная, и вы то ли вовремя осознали, то ли уже постфактум, после того, когда болезненный урок прошел, что эту свою энергию, свои ресурсы нужно держать, попридержать при себе. Тут у кого-то как озарение какое-то произошло в жизни. Ну, может, повторюсь, как часто эта карта, как наказание небес, как урок очень болезненный. Вот. Так, почему-то мне тут вот эта карта еще говорящая о том, что может именно сейчас такие какие-то времена
вот после вот этого какого-то осознания, ну, инсайт вы словили, да, вот для себя что-то осознали, и вследствие этого состояние какое-то не особо ресурсное было тут. Видите, ребенок сидит, коленки разодранные, штаны порванные, плачет на ступеньках. Часто эта карта еще считывается, знаете, как ребенок, женщина где-то как ребенок. Слишком, может, доверчивая была, слишком наивная даже, может быть, какая-то такая романтичная натура, как большой ребенок, вот скажем так. И вот тут плачет этот ребенок, после чего, после того, как в темечко вот эта молния шандарахнула, назовем это квантовый скачок, резкое взросление, да. Может быть, эти розовые очечки где-то разбились. Сейчас я спрошу, о чем это. Сочетание вот этих карт еще мне говорит о том, что где-то, и вот эта еще карта говорит о том, что где-то вот этот ваш романтизм, он особо далеко не улетучился. То есть это у вас присутствует. Может быть, умение где-то даже видеть этот мир более ярким, красочным, замечать любые там радости в жизни. Это так здорово. Опять-таки надеяться на лучший исход. Ну, то есть позитивно настроенная женщина сама по себе. Оптимистка, назовем это так. Но вот тут вот как будто бы это все здорово, это все вот вы такая, но что случилось? Почему тут этого ребенка как то ли обидели? О чем это? Третье лицо. Что-то не хотят, они говорят. Тут говорят отторжение третьих лиц, трио, третьи лица и карта замок. Какая-то ситуация, может, от вас была скрыта. Не хочу я все сюда к любовным треугольникам, да, приписывать. Ну, если это любовная история, то вполне возможно, вы могли быть не свободны, или там избранник ваш. Ну, и карта замок, это история какая-то, о которой почему-то то ли вы предпочитаете умолчать, то ли этот ваш избранник. Как будто бы много тайного, недоговоренного, каких-то умалчивания, может быть, даже. И карта отторжения для вас это вообще неприемлемо. Вы как-то очень дискомфортно, мягко говоря, себя в этом всем ощутили. Опять-таки, если искренне там надеялись с кем-то построить отношения, то тут выяснилось, допустим, что там еще есть какая-то, допустим, дамочка, которая борется за, не знаю, за сердце, за что там она еще, этого мужчины. Какой-то такой вот тут подтекст. Если это не любовная история, третьи лица, отторжение, замок, то опять-таки могли столкнуться в принципе как будто бы с какой-то двуличностью, двойным каким-то подтекстом, вот такой какой-то в поведении людей. Вы могли их воспринимать одними, а они вам показали совсем другую, ну, сторону себя, свои какие-то проявления. Это тоже для вас было вот как озарение такое неприятнейшее. Где-то вы, ну, где-то для кого-то это было настолько, знаете, вот такое какое-то, как прозрели, да, вот. Мне так показано. Так, почему-то мне сегодня вот такие карты вышли. Ваши, не ваши, если ваши, смотрим. Так, что мешает вашему счастью, да, что или кто? Так, смотрим. Кто мешает вашему счастью, если покажут? Что мешает вашему счастью? Что? И выход из ситуации, создавшийся, совет высших сил. Кто мешает вашему счастью? Что мешает вашему счастью? Совет карт. По поводу выхода из сложившейся ситуации. Кто мешает вашему счастью? Что мешает вашему счастью? Совет высших сил, совет карт. Угу. Кто мешает вашему? Что мешает вашему счастью? Выход из данной ситуации для вас. Кто
кто мешает вашему счастью, что мешает вашему счастью, выход из данной ситуации для вас, совет. Начинаем. Кто мешает вашему счастью? Ух ты, а смотрите, как красиво карты говорят. Посмотри на себя в зеркало. Отражение. Да что ж такое? У меня уже второй день подряд идет сигнификация там, да, и в принципе раскладе. Но я никого не удивлю, если, да, часто проигрывается. Мой самый главный враг — это я сама. Так как самой собой бороться тяжелее всего. Это я говорю с опытом. Я сегодня из спортзала, 2 часа в спортзале была. Это тяжко. Да, ладно. Юмор у меня такой. Ну, тяжко все равно. Так, девочки, смотрите. Ну, мне сразу показали, вот, собственно, кто мешает вашему счастью. Отчасти вы сами. Как будто бы ваша теневая сторона. Ваша где-то, как будто бы, отражение в зеркале. Посмотри, всмотрись. Какие-то, может быть, страхи тебя ограничивают. Что? Какие-то уж родовые программы. Тут сейчас сейчас до конца я рассмотрю, разложу. Девочки, ну тут у меня не будет другого ответа. Вы сами мешаете, тут другого нет. Себе, своему собственному счастью. Кто этот человек? Где-то с подачи по влюбленным, если можете влюбляться, допустим, ну да, выбор какого-то мужчину падает, то где-то отчасти говорят, вы можете растворяться в этом мужчине и этого мужчину на пьедестал ставить, тем самым не выбирая себя, где-то обесценивая себя. Где-то, опять-таки, важность этого мужчины для, ну, как будто бы, знаете, в приоритете его какие-то потребности, желания. Может, это происходит и не сразу. Сразу, может быть, и стараетесь как будто бы держать как фасад, да, такой стараетесь держать планочку. Но потом, вот мне тут как будто обратный ход колеса, и карта развал, и шторм. Как-то получается тут вот, как будто бы благими намерениями выслана дорога в ад. Тут карта какая-то красивая женщина, но она изможденная, уставшая. Карта презент, тут и противоядие. На самом деле, говорят, в вас заключена сумасшедшая сила. Вы сами по себе подарок. И противоядие вы можете, тут карта Луна, вы прекрасно можете сами противостоять любым там, не знаю, манипуляциям, любым каким-то токсичным проявлениям. Это все у вас есть. При этом карта Луна и черствость. Вот тут как будто бы у многих может срабатывать такой какой-то страх. Страх того, что я, допустим, если где-то я буду жесткой, где-то по карте черствости, где-то я, допустим, если в отношении вас какой-то там человек, не буду тут к мужчине конкретно привязываться, да, к взаимоотношениям. По влюбленным тут может и общение даже с близкими, с родственниками, в принципе, с подругой может быть. Как будто бы влюбленный — это все равно выбор. Это, знаете, при наличии эмоций, допустим, к вам, да, у того другого человека может быть еще выбор там, ну, параллельно, да, кто-то там, как минимум для общения. То тут как-то так вот странно просто показана ситуация. Если в отношении вас по карте Луна много тумана, неопределенности, вы не понимаете, допустим, статус, формат взаимоотношений там с мужчиной, или же вы не понимаете до конца иногда проявлений вашей там подруги, так называемой, да, назовем подруги, да, может, коллега по работе, как будто бы туман
как будто бы не понимаете мотивов ее поведения. Где-то она может переходить рамки, где-то может быть токсичной, где-то может использовать. Вам почему-то вот по этим картам у меня идет такое ощущение, как будто бы нормально в моменте дать логическую какую-то, ну, реакцию, да, то есть карта черствость, свое сердечко схлопнуть, закрыть от вот этих всех так называемых друзей, подруг, вот если те, которые пытаются вас использовать, если вы вот сразу считали, а тут какая-то проблема, тут как будто бы вы можете не вовремя как-то отреагировать на это все, хотя и понимаете, где-то может вам даже, знаете, такая реакция странная, может быть, как ну, вам даже человек так себя ведет как-то очень некрасиво в отношении вас, а вам за него стыдно. И вам неудобно сказать ему, показать ему, там, подсветить, мягко говоря. Я понимаю, что ты делаешь, меня не устраивает твое поведение. Тут как будто бы для вас очень важно где-то не причинить боль кому-либо. Вот такое вот. Тем самым, девочки, получается, в себе, ну, себе вы боль причиняете от того, кто сознательно вам гадит, вы как будто бы где-то даете ему сигнал, да, ну, со мной так можно обращаться, гать мне дальше. Ну там, просто как опять вот это идет такое ощущение, как будто бы кто-то в вашем окружении может считывать вашу доброту как слабость. Ваше желание быть какой-то, знаете, такой, как это, деликатной, тактичной, опять-таки, как глупость какую-то, как будто бы вы этого не видите. Тут вот такое, как будто... Вот мне так показано. Опять-таки, кто мне мешает вашему счастью? Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Обратный ход колеса, развал, шторм. Тут прям карты все говорят о том, что если вы, опять-таки, выбираете вот каких-то таких людей, которые помимо вас еще имеют какие-то запасные аэродромы, где-то они не дают вам точно для себя, для вас, вот вы не понимаете, кто я для этого человека, для мужчины, допустим, какие у нас взаимоотношения, вот это ж туман, это неопределенность. То как будто бы, если вы точки над «и», вот прям, я не призываю, да, вы только начали встречаться, и что сразу нужно там предъявлять какие-то претензии к мужчине и там приставать к вопросам, кто я для тебя, да, но если там уже какое-то определенное время ваши отношения развиваются, и вы вкладываетесь в эти отношения, вы где-то можете даже, ну, там, где-то ущемлять свое, допустим, у вас там время выделено, вы себе запланировали, кто-то на обучение, кто-то на общение с подругами, вообще на свою какую-то яркую, наполненную, насыщенную жизнь. И вы делаете приоритет в сторону этого мужчины, а он, в свою очередь, вообще никак под вас там не пытается подстраиваться, не идти, даже, назовем это, ни к какому консенсусу не приходите, то просто вам показано тут обратный ход колеса, как будто бы вы сами свою жизнь тем самым вот, и развал, видите? Это карта из магической колоды. Где-то это на уровне, ну, психологически. Вот это все как-то вот действует. Вы сами себе добавляете вот по карте шторм, это эмоциональные этих качели. И по факту вы ничего не приобретаете. Вы только свою энергию и время сливаете. Вот эта карта шаг вперед, 3 назад. Этих крабики, они так как будто бы ползут. Вроде бы вам кажется, вы, допустим, в отношениях, или вы выстраиваете какие-то коммуникации. А если посмотреть, присмотреться, то качество этих коммуникаций, ну, лучше бы их не было, да? Или лучше бы вы не тратили это свое драгоценное время, не забирали у себя. Может быть, с другими людьми бы попытались выстроить лучше. Это было бы, ну, для вас в первую очередь. Так, ну почему-то мне так показали, девочки. То есть начинаем с себя. Я не увидела тут какого-то конкретного человека, который хотел бы вам вот прям так нагадить. Понятно, что использовать где-то, может, ваши энергии, ваши ресурсы взять по влюбленным, где-то создать видимость того, что у вас, может быть,
вы даже выиграете от этих отношений как-то так. Это может быть какие-то такие люди, но по факту тут у вас очень много заключено, скажем так. Вопросики в первую очередь к себе. Так, что мешает построить это счастье, пребывать в этом счастье? Что мешает? Так, что? Верность, семья, дом. Почему-то тут у кого-то, может быть, уже какие-то сценарии прошли, печальный опыт. Многие из вас не верят в верность, в том, что можно прожить там длительное время, да, с каким-то человеком, создать вот семью. Ну, наверное, были уже подлость, предательство, манипуляции какие-то были в семье. Тут карта дом, как будто бы, наверное, разочарование в мужчинах. Это вот так проиграется. Вот я тут показано, что-то накладывает отпечаток огромный. Где-то вы уже, ну, не верите. Вот даже если создавать новые какие-то отношения, показана тут карта цикличность. Вы можете, столкнувшись вот раз с этой какой-то неверностью, да, каким-то предательством, карта дом, расставаться, через время с другим человеком пытаться создать отношения, но оно у вас уже где-то на подкорке, где-то вы уже не верите, ну, не знаю, мужчинам. То, что мне выходит, то я и читаю. Так, карта смерть, защитник. Где-то нет уверенности, правда, в том, что карта смерти, защитник, уверенности в том, что мужчина, правда, за вас там готов, да, горой стать, где-то быть для вас этой защитой, поддержкой. Вот тут тоже в этом проблема. Я не могу сказать, что тут кому какие претензии, да, просто тут как будто бы нужно в свое время осознать, что, наверное, не все мужчины одинаковые, или если вы тоже присмотреться, выбираете ли вы похожий какой-то типаж мужчин. Может быть, вы с одним не получилось, а вы потом через время, тут какой-то цикл какой-то проходит, обнуляется, а потом вы опять и снова какого-то точно такой же какой-то типаж выбираете. Может обратить тогда свое внимание на другой типаж мужчин. Тут что-то такое тоже в этом есть. Так, что мешает счастью? Тут вот даже вот этот карт, вот цикличность, как будто бы один цикл завершился, да, а второй начинается, но вы как будто изначально, повторюсь, на те же самые грабли можете наступать, на те же самые ошибки совершать. Причем понятно, что опять-таки запрос у вас нормальный человеческий, женский, классный запрос на карта защитника. Так. Шабаш, тучи, иллюзии. Что мешает? Что мешает? А тут еще может идти от обратного как-то, да, у кого-то. Не нашли вы какого-то сильного, ну, в вашем понимании, может, мужчины, который будет защищать, вкладываться. Тут можете на время, вот я так могу это считать, карта шабаш, тучи, иллюзии. Где-то идти от обратного, допустим, если раньше воспринимали, больше акцент делали на то, что там буду в семье, там, в близких, родных, где-то там растворяться, ну, в хорошем смысле служить им, туда как будто бы основную свою энергию направлять. Потом, допустим, разочарование происходит в мужчине, вообще в институте брака, да, в союзе в этом. Пересматриваете свое, как будто бы, может, предназначение. И тут резко можете по карте шабаш, я могу это прочесть, это как будто бы женщина в моменте может решить для себя: все, не хочу я больше всю энергию сюда направлять, в семью, больше буду там в себя, в развитие. Тут у кого-то бизнес, не знаю, хобби. И это может быть, это здорово, это все классно, но это должно быть, по идее, все в гармонии, потому что тут какой-то перекос может также быть. И это тоже, говорят, своего рода иллюзии. Ну, по идее, нельзя отрекаться полностью, если там, правда, вы в моменте, там, когда вы заняты карьерой, уже не знаю, там что-то у вас там, может, бизнес какой-то,
и вы в моменте можете встретить мужчину, и он правда станет для вас всем в плане хорошим, то нужно тут как будто бы гармонию держать. Не нужно ни отрицать того, что правда такой мужчину вы можете встретить. Вот того самого. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, тут как будто бы вот так между строк, что мешает счастью, но где-то иллюзорное вот это видение того, как, не знаю даже, сейчас узнаю, карта иллюзии рождения, плодотворных. У кого-то прямо, я не знаю, почему-то тут как 3 разных источника, вот так вот, наверное, как-то всех по-разному, поэтому мне так считывается. У кого-то, девочки, вы смотрите и, допустим, на себя и говорите, вот для того, чтобы там действительно я была счастлива, мне нужно там стараться, вот тут у кого-то вот плодородное. Ну, начнем с того, чтобы ресурсное, да, я смогу дать и то мужчине, вообще окружающим смогу дать. А тут как будто бы говорят, это иллюзия ваша. Это здорово, что ты такая будешь плодородная, но как будто бы даже не то, что не в этом счастье, а тут где-то идет как подмена понятий. Как будто бы тем самым вы еще больше порождаете какое-то потребительское отношение к вам. То есть вы должны стремиться к тому, чтобы быть вот прям карта женщина красивая и держит тут плоды какие-то в руках, и вокруг нее все тут благоухает. Но в первую очередь это должны делать для себя. И ни в коем случае не для того, чтобы там люди пришли у вас, взяли это, то, что вы там создавали долгие годы, прикладывали усилия. Нет, как будто бы не должны вы заслуживать эту любовь. Вот тут вот что-то такое кроется. Тут как будто бы между строк вот ты можешь быть счастлива в моменте, и даже сама ты можешь счастлива. И плодами своего труда в полной мере распоряжайся, кайфуй, радуйся вот тому, что у тебя есть. Вот тут такое что-то, девочки. Так. Тут как-то даже вот я до конца не могу это просто словить, вот какой-то нюанс, тут эта женщина говорит, вот если я сейчас и так буду прикладывать усилия, я буду вот всем, я буду хороша, вот тогда я буду счастлива. Ну, что-то тут такое. А вам как будто говорят, да ты уже сейчас можешь быть счастлива. У тебя есть очень много для того, чтобы быть такой, ощущать это все. Так, давайте посмотрим. Теперь совет карт, да? Совет карт. Как достичь этого счастья? Выход из ситуации. Так, ограничения в любви, невозможность. Сейчас. Интересно. Так, показано мне, как выйти из какой-то вот этой тяжелой ситуации где-то, может быть, как подсказочку воспринимать, да? Тут какие-то вот эти ограничения, которые в вашей жизни есть. У кого-то это объективно, если там вы не свободны, там какой-то мужчина, допустим, если вы увлечены им, да, тоже не свободен. Карта сердца, то говорят, в принципе, пока у вас в вашем сердце очень много подозрений, пока вы не уверены в этом мужчине, то как будто бы невозможно в полной мере быть счастливой в том плане, вот вы любите, вы искренне любите, вы хотели бы создать эти там взаимоотношения, но это невозможно. Почему? Потому что вот тот статус, в котором вы находитесь, вот как будто бы отсутствие этой какой-то искренности. Но это логично, что вот тут карта подозрения. Вы будете постоянно его подозревать. Там,
в том, что, допустим, есть там еще какие-то женщины, расстался он, не расстался, тут как будто бы изначально нужно вот прояснить ситуацию с этим мужчиной. Если нет, то нет, то нет смысла себя изводить, как будто бы. Вот тут так мне показано. Опять-таки, как улучшить ситуацию, да, как выход найти из этой ситуации. Карта подсолнух. Тут вообще говорят, вы, в принципе, вы привыкли больше думать о других, чем о себе. Карта подсолнух — это где-то подстраиваться под, ну, под людей, допустим, под друзей. Тут карта вот собака. Вам говорят, что вы сама по себе. Карта подарок. Уже на вас выходила эта карта. И сейчас еще раз. Карта подарок, карта собака. Тут вы прекрасный друг, надежный, с вами интересно. Тут говорят, вашу ценность никто не отменял. И тут не нужно лишний раз тоже. Тут карта подсолнух. Это же цветочек, который оборачивается к солнышку, да, вокруг, как будто бы вот, ну, правда, поворачивается куда солнышко, туда этот подсолнух. И тут хрустальная туфелька, как будто бы женщина всеми там, не знаю, фибрами души, да, транслирует, показывает: выбери меня, посмотри, какая я замечательная, обрати внимание, какой я подарок. Тут как будто бы между строк больше вам вкладывать энергии в себя, заботиться о себе и сфокусироваться на себе. Тут как будто бы вы слишком стараетесь где-то кому-то понравиться, угодить, быть удобной. Вот эта карта еще тоже говорит о том, что, видите, тут мужчина предлагает эту хрустальную туфельку а-ля принц, да. Повторяюсь, туфелька 36 размера, у девочки нога 39. И девочка ломает себя, впихивает эту ножку в эту туфельку, отказывается от своих каких-то желаний, потребностей, для того, чтобы этот мужчина остановил выбор на ней. Тут по всем этим картам почему-то вот, ну, прям так крик души. Вот выход из этой ситуации: хватит быть удобной, хватит стараться кому-то, как мой муж говорит, хвостик заносить, да, предугадывать желания кого-либо. Тут где-то, девочки, пора, ну, здоровый эгоизм включать. Тут 100%. И вообще показана еще карта юмор. Постараться как-то к этой ситуации легче относиться. Может быть, в моменте менять даже, ну, какую-то модель поведения свою. Опять-таки, если вы там, ну, какая-то ситуация такая, да, где даже в семье вы, допустим, за столом все сидите, там детки, муж, там, уж не знаю, может, родственники какие-то. Вполне возможно, какая-то ситуация такая, где каждый может сам дотянуться и взять там блюдо какое-то со стола, ну, блюдо, да, там какое-то, уж не знаю, там салат какой-то. Я пример привожу самый элементарный. Но вот по этим картам мне так кажется, что женщина в первую очередь старается угодить и тому предложить, и позаботиться. И это уже воспринимается как должное. А вот, может быть, на время попробуйте включить из себя, ну, в себе вот эту вот какую-то, знаете, такую роскошную женщину. Женщина, которая не домохозяюшка. Представьте, вы пришли в ресторан. Да? Может, какое-то глупое сравнение. Но я просто, чтобы хотя бы элементарно модель поведения. Пусть о вас кто-то позаботится. Даже в мелочах. Вот начинайте с этого. Ну, делегируйте там свои какие-то вот, не знаю, обязанности, да, полномочия. Там не нужно схватываться там и бежать за хлебом, не нужно там, допустим, грязную посуду куда-то там относить. Я повторюсь, делегируйте это, как-то распределяйте, хотя бы с этого начать. Ну, я не знаю даже какой пример еще. Это самый такой элементарный бытовой у меня. И если там даже встретите какое-то непонимание или какой-то удивленный взгляд, постарайтесь к этому с юмором отнестись. Опять-таки, перевести все в шутку, но при этом настаивайте на своем. Как будто бы отстаивайте больше себе, не знаю уже, отстаивайте себя и больше себе как будто бы внимания. Сами, тут как будто женщина сама себе может вредить, правда. Тут нет никаких там скрытых там врагов. Может, они и есть где-то, но тут вышло, что самый главный враг — вы. Если так вот шажочек по шажочку можно, ну, начинать менять свою жизнь, то в будущем тут можно картину, ну, очень изменить, картину вашей жизни в лучшую сторону. Все, надеюсь, это было кому-то интересно, полезно. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч!